Добрый вечер, дорогие телезрители. Спасибо, что вы включили нашу передачу «Поговорим по-честному». Меня зовут Дайнис Игнатанс, я доктор наук, криминалист, и я преподаю криминалистику в Англии. Сегодня у меня в гостях три моих студента – Элефтериос Номикас, Лорен Бетти и Тимоти Робук. Они на данный момент являются моими студентами, и я преподаю им криминалистику и методологию. Также с нами сегодня журналист Ольга Петкевич, которая нам будет помогать с этой передачей и спрашивать разные вопросы о Брексите и о учебе в Англии. Действительно, вопросов очень много. Добрый вечер, Дайнис, добрый вечер, ребята, добрый вечер, телезрители. У нас сегодня довольно насущная для многих горожан тема, и такие гости, как Дайнис, у нас в студии бывают довольно-таки редко, я бы даже сказала, наверное, впервые. У нас сегодня в гостях доктор наук, еще и приехавший к нам из Великобритании. Дайнис, расскажите нам о себе поподробнее, чем вы занимаетесь, что вас связывает с Даугавпилсом. Да, с Даугавпилсом меня связывает, конечно, все. Я тут родился, 15 лет отжил ребенком, учился в 12-й средней школе и также гимназии. После этого я переехал в Англию, и у меня на данный момент, можно сказать, 5 высших образований. Первое высшее образование у меня юридическое, магистратура по криминалистике, также сертификат магистратуры по преподаванию, сертификат магистратуры по методологии и докторская по криминалистике. Так что образований много, там есть другие, но кому это интересно, так сказать. На данный момент я преподаю криминалистику в университете Хаддерсфилда в Великобритании. Это недалеко от Манчестера, Шеффилда и других городов, так что ездить есть куда и работать с кем тоже есть. Я руководитель курса криминалистики в нашем университете и также руководитель приемной комиссии по криминалистике. Так что поэтому мы сегодня и поговорим о возможностях учиться в Великобритании, так как я довольно интимно знаком с деталями о том, как подать на учебу, как все это совершить и сделать, чтобы человек из Латвии мог бы поехать в Великобританию и учиться, например, криминалистику без каких-либо проблем, без каких-либо вопросов. Здорово. А вы в Англию сами ехали вот с намерением учиться, сделать академическую карьеру, то есть это и был план? Желание такое всегда было, но в 15 лет, конечно, понятие о большом будущем намного такое мутное и непонятное. Я сразу пошел учиться в колледж, занимался тоже юридическими знаниями, бизнесом, английским языком и политикой, вспомнил. И после этого я пошел на своего бакалавра по юридическим знаниям. Желание быть в академии всегда было, мне всегда нравилось. Нравилось учиться и когда в школе был. Оценки были неплохие, не жалуюсь. Но когда приехал в Англию, я понял, что правда есть специфические моменты в академии, которые меня очень интересуют. Например, преподавание именно на высшем уровне, в смысле высших образований. Это намного интереснее, всегда меня, так сказать, привлекало. Угу, здорово. История успеха прямо в вашем лице. Ну, не жалуюсь. Итак, расскажите, о чем мы будем говорить сегодня. Да, сегодня у нас две темы. Первая тема о Брексите, то есть о выходе Великобритании из Европейского Союза. Куда ни посмотрим, в социальных сетях, в газетах, в новостях, всегда про это говорят, но как-то часто используют много мнений, много собственных понятий и очень мало фактов. Я назвал эту передачу «Поговорим по-честному», потому что у меня есть желание использовать меньше моих личных мнений, больше фактов. Вторая тема, про которую мы сегодня поговорим, это возможность учебы в Великобритании, особенно именно в нашем университете Хаддерсфилда. В смысле криминалистики я могу довольно легко объяснить, как на это студент, который желает учиться, ну вот, например, криминалистику в Англии, как на это подавать, как этим можно делать. И, если честно, любой, кто хотел бы учиться в Англии, даже начиная с этого сентября, теоретически даже может это сделать, если это желание родилось сегодня. Я и мои студенты будем еще вокруг в течение недели. Если есть желание учиться в Великобритании, в нашем университете, с нами можно встретиться, попить кофейку. Мы все дружные, мы все хорошие, мы не кусаемся. Так
Так что вот это вот наши две главные темы. Брексит и учеба в Великобритании. И, конечно же, связь Брексита с учебой в Великобритании, потому что, как вы понимаете, у многих может родиться мысль, что раз Англия выходит из Европейского Союза, может быть, учиться в Великобритании невозможно. И нет, возможно, на данный момент. Ясно, об этом поговорим. Говоря о Брексите, наверное, стоит немножко уделить внимание вообще истокам Евросоюза. То есть, как он был создан, какой был контекст возникновения этого союза, действительно, чтобы понимать, к чему в итоге мы придем в нашем разговоре. Да, несомненно. История Европейского Союза, конечно же, начинается сразу после Второй мировой войны. После Второй мировой войны было много конфликтов между стран, конечно же, как после войн оно и бывает. Высокий уровень национализма, высокий уровень проблематичных отношений между странами. И идея была про то, что если создать союз исключительно экономический изначально, какие-либо общие экономические связи между странами облегчат этот конфликт, создадут такую более позитивную атмосферу, более приятные, благоприятные отношения и, конечно же, уменьшат возможность будущих конфликтов, потому что когда есть возможность сэкономить много денег, когда есть возможность легко обмениваться продуктами, легко торговать, конфликты, наверное, все надеялись, что конфликты происходить не будут. Угу. На чем фокусировался Евросоюз первоначально? Экономика, в первую очередь, это было главным и единственным? Да, несомненно, экономический фокус был исключительно главным фокусом Европейского Союза изначально. Экономика даже была в имени начального Европейского Союза. Это было более похоже на экономический Европейский Союз, чем на что-либо. Разные переводы существуют. Но фокус был в основном на свободу торговли. Свободу торговли, таможенный союз, полное, так сказать, уничтожение и избавление от великих налогов на товары, которые передвигались бы между двумя странами по границам. И в 1957 году, когда Римский договор был подписан странами, надо понимать, что экономически эти страны были похожи. Европейский Союз, как мы его понимаем сейчас, он не такой, как Европейский Союз был изначально. Страны, которые подписали Римский договор, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Германия, это все страны из Западной Европы, это все страны, которые на тот момент имели достаточно много денег, довольно позитивное экономическое состояние и так далее. Так что это Европейский Союз начался из идеи, что создать общую экономику, создать легкую торговлю между странами, все из которых имели относительно похожую культуру, относительно похожие понятия, относительно похожую экономику. Все эти страны не были особо проблематичны экономически. Ну, со временем, я так понимаю, приоритеты и фокус немного сместился, верно? Да, несомненно. Несомненно. Мы начинаем с чисто экономической идеи, с идеи, что это только о торговле, что это в основном о легком облегчении обменом рабочих, обменом людей, но ни в коем случае не до степени, какая она на данный момент. Но фокус изменился, и фокус изменился в основном в три стороны. Во-первых, Европейский Союз стал намного более политический. Европейский парламент, кстати, извиняюсь за мой английский язык, сразу извинюсь, потому что будете сейчас меня слушать. Русский язык у меня немножко слабоватый, так что если я что-то говорю неправильно, посмеемся вместе. Все здорово, да, не все здорово. Так что да, мы начали из экономического фокуса, перешли на много более политический. Европейский парламент 1979 год, то есть 20 лет после. Это первое такое по-настоящему политическое заведение Европейского Союза, и прямые выборы произошли туда 20 лет после создания Европейского Союза. То есть политика не случилась сразу, политика там не была изначально. С 1993 года были три политические системы, отдельно контролируемые Европейским Союзом. Экономика, иностранные дела и преступления. То есть уже не только экономика и политика, а уже иностранные дела между этими странами в связи с любыми конфликтами
и в смысле преступлений. Это совсем другой фокус от экономики. Надо понимать, что даже для многих стран, которые вошли в Европейский Союз изначально, то есть в 1957 году, этот политический фокус очень необычен, очень довольно даже странный в многих смыслах, потому что это не то, что изначально было. Потом Европейский Союз стал намного больше, чем только про торговлю. Шенгенское соглашение в 1985 году проложило путь для очень легких путешествий между странами, во-первых, Европейского Союза и также некоторых стран около Европейского Союза. После этого большое количество договоров довело до того, что Европейский Союз по большому счету как одна большая страна, и все люди в Европейском Союзе имеют право путешествовать с одной стороны в другую, если они граждане Европейского Союза. Как вы понимаете, это не прямая связь с экономикой, это совсем другая связь, это чисто иностранные дела, это в основном про поездки, про путешествия и, конечно же, про возможность жить в других странах, про что мы, конечно же, поговорим сегодня в деталях. Главное, конечно, изменение, что можно очень легко связать с Брекситом, это изменение культуры. Экономика и культура — это две разные вещи. Экономика — это про деньги, экономика — это про обмен торговлей, обмен продуктами. Есть такое понятие, как «одна Европа», что Европейский Союз пытается довести до того, что Европейский Союз не совсем это союз стран, а это одна Европа, в которой эти страны как большой коллектив, который функционирует очень похоже. Культурально. И, конечно же, культурально Европа очень большая, и Европейский Союз на данный момент, правда, очень разен по культуре. Но некоторые примеры, как Европейский Союз стал более-менее одной Европы. В 1986 году европейский флаг стал использоваться очень широко. Европейский флаг не существовал в основном до того года, и уж точно не был использован публично и часто и в разных странах. Потом европейский флаг был создан, то есть это уже флаг, который используется во всех странах Европейского Союза. Конечно же, банкноты и монеты евро в 2002 году начали использоваться в многих странах тоже. Что, конечно же, исключительно культуральная идея, также и экономическая, но она изменяет культуру, почему некоторые страны решили не разрешать евро, не воспринимать евро и оставлять свою валюту, например, Польша, например, Англия и так далее. Но когда мы говорим о культуре, надо понимать, что первые страны, которые вошли в Европейский Союз, были исключительно Западная Европа, Франция, Италия, страны Бенилюкса и так далее. В 2004 году, когда Латвия вошла в Европейский Союз, страны, которые вошли в Европейский Союз, были Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения. Это не Западная Европа, это Восточная Европа, это в основном славянские страны со своей культурой, с довольно другими понятиями о многих экономических и политических вещах, с другими политическими партиями, очень не похожими на партии в Западной Европе и так далее. В 2007 году Болгария и Румыния тоже добавились в Европейский Союз. Это совсем разные культуры. И Европейский Союз, когда мы говорим «одна Европа», мы должны понимать, что одна Европа — это более культуральный фокус, это не чисто экономический фокус. Это не про то, что одна Европа, в которой все страны могут обмениваться продуктами друг с другом. Это одна Европа в смысле культуры, в смысле одного флага, в смысле одной валюты, в смысле одинаковых прав для поездок, одинаковых прав для большинства политических идей. Ну да, действительно, флаг, валюта — это тоже такие символы суверенитета в какой-то степени. Мгм. Ну, здорово, такой хороший союз получился. Сейчас мы будем говорить о том, почему же Британия решила из него выйти. Я хочу сообщить нашим телезрителям, что на данном этапе они могут позвонить в прямой эфир и задать интересующие их вопросы Данису. Телефон прямого эфира 654-07-669. Мы будем ждать ваших звонков. А пока мы продолжаем наш разговор. Так вот, Данис, расскажите, почему же Британия решила выйти из такого замечательного союза?
Да, 23 июня 2016 года Великобритания должна была решить на референдуме, будет ли она выходить из Европейского Союза или нет. И референдум был очень прост. Люди должны были проголосовать. Хотите ли вы выходить из Европейского Союза, хотите ли вы оставаться? Это обыкновенный вопрос, два ответа, никаких сложных, так сказать, вопросов. Люди, которые решили проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе, их было 48%, те, которые решили выйти из Европейского Союза, было 51,9%, так сказать. То есть небольшое преимущество было у тех, которые решили выйти из Европейского Союза, и оно ни в коем случае не было насчет всей Великобритании. Исключительно Англия и Уэльс проголосовали за Brexit. Большинство других мест проголосовали за то, чтобы остаться. Мгм. У нас есть звоночек в студии, давайте примем, продолжим разговор. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а можно ли вообще отменить Брексит? У меня такой вопрос. Вот такой вопрос. Теоретически отменить Brexit уже на данный момент словами английского парламента невозможно. Английский парламент говорит, что Brexit уже точно произойдет, что нету никаких предлогов перед тем, что Brexit будет отменен. На данный момент уже 50-й артикль был подан в Европейский Союз, про что я тоже немножко поговорю потом. И в Англии есть две главные политические партии, которые в основном рулят Англию, так сказать. И обе из них сказали, что Brexit точно произойдет, и что нет полностью никакого желания создавать новый референдум. И чисто используя мое мнение, а не факт на данный момент, надо понимать, что любая партия, которая даже думала бы о новом референдуме, наверняка потеряла бы очень много. Есть такое выражение «потерять лицо», то есть потерять свой имидж. Так и говорят, да, потерять свой имидж перед людьми, так как референдум — это прямая демократия. Люди идут и люди голосуют. Когда люди прямо проголосовали за что-то, обе партии понимают, что сказать, а давайте проголосуем еще раз. Это уже звучит неправильно. Так что словами любой главной партии в Англии нет, Brexit уже не будет отменен. Мгм. Ну, а ваше личное мнение можно узнать на этот вопрос? Например, вот вы сторонник того, чтобы Англия осталась в Евросоюзе или вышла из его состава? Я понимаю причины, почему англичане могли проголосовать за выход из Евросоюза. Но с другой стороны, надо понимать, что много из медиа, много из социальных сетей, много из того, что мы видели в новостях в Англии, было не обязательно то, что на данный момент английские партии делают после того, как за Brexit проголосовали. То есть некоторые обещания, на которых Brexit был формулирован, на котором Brexit был создан и из-за чего люди шли голосовать за Brexit. Кстати, насчет этого, явка избирателей была более 71%, что для Англии это очень-очень большая явка. Обычно голосуют 60%, 55%, не более того. Тут было 72%. То есть то, что медиа, так сказать, кормило людям на тот момент, почему надо идти голосовать или за, или против, потому что обе стороны имели свои, конечно же, обещания, оно явно сработало, что люди шли и голосовали. Просто мое личное мнение, наверное, за то, что я понимаю, почему англичане голосовали на тот момент за выход из Брексита, потому что то, что было в новостях, явно показывало о том, что есть причины, зачем выходить надо. Оно не совпадает с тем, что происходит на данный момент в политическом климате, который происходит сейчас. Оно очень не похоже на переговоры, которые происходят сейчас тоже. Поэтому, как мы потом и обсудим, многие из них немножко разочарованы результатом того, за что они проголосовали. То есть стали жертвой немножко информационной пропаганды, можно сказать. Смотря что читали, смотря на какую газету читали, что смотрели. Может быть, мы узнаем у ваших студентов, каковы были причины выхода Британии из Евросоюза? Да. Tim, what did you think were the reasons for UK voting to be out of Brexit?
I think ultimately it boiled down to a question of immigration, and ironically, non-EU immigration. But there were a lot to say about the media with that, and the media said a few things that weren't particularly true. Тим говорит, что в его личном мнении это напрямую связано с тем, как медиа разговаривала про иммиграцию, как она показала иммиграцию как большой проблемой. И в основном, так же как статистика показывает, многие люди считали, что они голосовали за выход Англии из Брексита из-за того, что им, так сказать, было желание уменьшить иммиграцию вне Евросоюза. Что, конечно, ничего общего не имеет с выходом из Евросоюза, потому что иммиграция извне Евросоюза ничего не имеет общего с фактом существования в Евросоюзе. Так что в мнении Тима это напрямую связано с иммиграцией, что, конечно же, мы обсудим с вами очень, очень длительно на следующей неделе в это же время. Да, то есть идет речь о том, что приезжают иммигранты из третьих стран, не из стран Евросоюза, и британцы именно против этих вот чужих иммигрантов, так скажем, чужих. Да, и многие верили, что это причина, чтобы идти, чтобы голосовать за выход Великобритании из Европейского Союза, за то, что выход из Евросоюза приведет к тому, что иммигранты из третьих стран каким-то способом перестанут туда ездить. Но, конечно, это так не оказалось, потому что это явно, как вы говорите, жертва информации. Приход иммигрантов из третьих стран не имеет, по большому счету, почти ничего общего с Европейским Союзом. Они как приезжали, так и будут, в принципе. По большому счету, это немножко отличается в смысле беженцев, но по большому счету, да, будут приезжать. У нас есть еще один звоночек. Да. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос Данису по поводу Брексита. Можно это сделать? Можно, спрашивайте. Данис, скажите, пожалуйста, вот все мои родственники живут теперь за границей, в Англии. У них есть семьи, у них есть дети, у них есть работа, у них есть дома. Дело в том, что они очень боятся того, что сейчас произошло в Англии, то есть Брексита, да, они даже боятся приехать сюда, домой. Что им делать, как им быть? Спасибо. Да, бояться оно особо не помогает. Бояться надо того, что правда происходит. На данный момент не происходит ничего большого в смысле иммигрантов из Европейского Союза, так что на данный момент бояться никому не помогает, наверное, я сказал бы так. То есть все люди, которые на данный момент, конечно же, легально в Великобритании, граждане Латвии, которые на данный момент в Великобритании, на данный момент словами любого веб-сайта и любого чиновника, почти так сказать, в Великобритании на данный момент ничего не изменено, на данный момент никому ничего не надо делать, на данный момент никому ни про что не надо волноваться. Не надо пытаться подавать на никакие дополнительные документы. И про это я, кстати, потом расскажу в более подробных деталях. Но на данный момент бояться не надо, ничего не изменилось. И как минимум то, что мы видим из переговоров на данный момент, из переговоров Англии и Европейского Союза насчет иммигрантов, потому что это, конечно же, это, так сказать, главная повестка дня иммиграции на вот этом вот листе приоритетов, про что переговоры идут, это, можно сказать, главная вещь. Но на данный момент бояться не надо, на данный момент все так, как было, и еще нету никаких признаков, что что-то изменилось для тех людей, которые уже там. Угу. Может быть, будут еще какие-то мнения насчет того, почему британцы голосовали за выход Великобритании? Да. Lev, what do you think were the reasons for people voting for Brexit in the UK? I feel like a lot of half-truths and false claims were used in order to ignite that vote to leave the European Union. And mostly, if you look at the academic research, those claims and half-truths are instantly rebuked. So, yeah, that's pretty much it. Лев говорит, что в его мнении это было исключительно построено на таких полуправдах, полувранье, потому что мы как академики исследуем иммиграцию, мы как академики исследуем Brexit,
И мы имеем много академических исследований и от других людей насчет этого. Большинство вещей, которые были сказаны про возможные проблемы с экономикой, про возможные проблемы с иммигрантами точно так же, могут быть оспорены или даже полностью как бы уничтожены, не знаю правильное слово, академическими исследованиями. То есть то, чем людей пугали, это были полусказки. Ну ничего себе, слушайте, ну совсем как-то это несерьезно. Ладно, в отдельно взятом Даугавпилсе люди поверили предвыборным обещаниям политиков, но тут такая большая страна, и всех, получается, ну, грубо говоря, ввели в заблуждение, но также, ну, как-то совсем несерьезно. А в чьих это интересах было? Вот, ну, то есть это повышение своего политического рейтинга просто для этих партий было? Или почему они вот так активно мобилизировали народ, так хотели, чтобы они пришли на этот референдум? Рассказывали им эти какие-то полуправды. К чему все это было? На тот момент выход из Брексита не был особо полезен ни одной из политических партий. Если мы примем, что в Англии две главные политические партии, ни одной из них это не было бы полезно. Это было бы полезно, если люди проголосовали бы за то, чтобы остаться в Великобритании, что большинство предсказаний и исследований перед Брекситом показывали. В основном все верили, что люди проголосуют за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Это было бы полезно. Это было бы полезно, потому что тогда партия в силе поставила референдум, в котором она спросила очень больной вопрос в Англии, потому что история показывает, что Англия как раз довольно долго вступала в Европейский Союз. Англия вступила в Европейский Союз только в 1973 году, а не в 1957. И это не было такое прямое «да» тоже. Это был довольно длительный вступ, так сказать. Партия, которая была там на тот момент, она имела бы довольно много позитивных бонусов от того, что она выставила этот вопрос в самом прямом демократическом способе люди за него проголосовали, и они проголосовали, чтобы остаться. То есть все, вопрос решен, вопрос никогда не надо трогать, и все прекрасно. Как только Брексит произошел, премьер-министр Англии моментально снял себя со своего поста, потому что это не был тот ответ, который он ожидал от референдума, это не был тот ответ, который большинство людей ожидали от референдума. То есть кому это помогло? И была небольшая партия, которая была именно про Брексит в Англии. Найджел Фаридж, которого, не знаю, может быть, знаете про него, который глава этой партии. Эта партия была исключительно про Брексит. Эта партия именно была про то, чтобы Англия вышла из Европейского Союза. И для них это, конечно, было прекрасно, но надо понимать, что эта партия всегда была довольно маленькой и осталась маленькой. Так что великой пользы от этого, наверное, не было ни одной политической партии. Интересно. Я напоминаю, что вы можете позвонить в прямой эфир, задать вопросы Данису лично, 654-07-669. Я все-таки... как раз звоночек. Давайте примем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый. Хотел задать вопрос по поводу налогов. После Брексита, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза, я, как когда-то работающий в Англии, я смогу все так же вернуть налоги? Или у меня уже такой возможности не будет? Спасибо за ваш вопрос. Но это такой механизм, то есть когда наши иммигранты приезжают домой, они возвращают налоги, заплаченные в Англии, потому что они априори выше, чем в Латвии. Да. Наверное, по такой схеме это работает. Я не знаю, вы можете быть в курсе вообще этих вещей? На данный момент, если что, это не обсуждалось в переговорах, и на данный момент ничего не изменившись в смысле людей, которые уже в Англии, и людей, которые, конечно, только что ушли из Англии. Сам Брексит произойдет через 2 года. Сам Брексит произойдет, у меня где-то было число, которое ровно числа, он произойдет 29 марта 2019 года. До него Англия остается в Европейском Союзе, то есть и все, что происходит до него, вообще не имеет никакого права быть измененным. Так что если зритель приехал из Англии на данный момент или недавно и собирается получить налоги до того момента, я
про эту именно проблему не знаю ничего много, но я знаю, что ничего не может измениться до того числа. То есть до того числа оно будет таким, какое оно есть и на данный Ну момент. да, должно быть, то есть все в порядке. Да. Послушайте, ну все-таки проводя аналогию вот с местными выборами, которые у нас в городе недавно прошли, у нас вот люди некоторые проголосовали, теперь как бы, ну, видят, что из этого получилось, и публично сожалеют о том, Да. что они такой выбор сделали. Да. В Англии не наблюдается такого, то есть нет такого, что люди публично разочаровались и уже готовы это признать, что они сделали неправильный выбор, или еще не поняли этого? Можем спросить у Давайте. студентов. Lauren, do you think people are mildly regretting in the UK that they have voted for Brexit, or is it not particularly publicly visible? I don't think it's publicly visible, but I think deep down they are, because nobody can predict the full outcome or whether Brexit will 100% go through. So I think people are a little bit wary of the decision that they've made. Лорен говорит, что публично это менее видно, чем можно было бы ожидать, но в социальных вот медиа, например, и в других более глубоких местах люди наверняка много об этом сожалеют, потому что многие вещи, которые могут последовать из Брексита, они не уверены в них. Например, про иммиграцию, это уже я добавляю от себя, это уже не про мнение студента. Например, про иммиграцию много обещаний были. Большинство обещаний были очень прямыми и очень грубыми. Резкий конец иммиграции, резкие меры в смысле иммигрантов, которые уже есть в Великобритании. Но, конечно, переговоры показывают, что ничего из этого на данный момент сама Англия даже не запрашивает. То есть это не Европейский Союз, который не разрешает Великобритании такие меры принять. А это Великобритания, которая не просит, чтобы эти меры им разрешили принять. То есть многие вещи, которые обещали, явно не происходят. Обещали огромные деньги, которые должны быть вложены в медицину Англии, которые должны быть, так сказать, взяты из тех денег, которые Англия отдает в Европейский Союз. Это уже явно показали, что этого не произойдет. Были буквально цифры, которые из Брексита моментально денег перейдут в медицину. Нет, не перейдут. То есть многие люди, конечно, сожалеют о том, что они голосовали за что-то, во что они верили, что они наверняка хотели. Ну, раз они так голосовали, значит, хотели. Но они не видят этих результатов, они не видят, что это правда происходит. То есть боятся не только иммигранты, боятся в какой-то мере и сами жители Великобритании. Да, конечно. Ну, в референдуме голосовать могут только граждане Великобритании. Иммигранты, то есть граждане других европейских стран, не могут голосовать в референдуме. Поэтому те, кто голосовали, они, наверное, понимают, что, может быть, не совсем были информированы, может быть, не совсем понимали, может быть, просто им немножко неправду наговорили. Ну что ж. Ужас в масштабах всей страны. У нас есть звоночек, примем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, можете задавать ваш вопрос. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хотел бы обратиться к господам юристам с таким вопросом. Мы вас слушаем, задавайте вопрос. В декабре 1994 года Англия выступила гарантом территориальной целостности Белоруссии, Украины и Казахстана по Будапештскому меморандуму, да? Что могут сказать господа юристы по поводу того, что Россия сейчас оккупировала Крым и ведет необъявленную войну на Донбассе в Украине? Спасибо. Ох, спасибо за ваш вопрос. Совсем он не по нашей сегодняшней теме. Будете отвечать? Боюсь, что это не напрямую связано с Брекситом, и особо экспертом не являюсь, поэтому, наверное, лучше не буду. Ну да, я напомню, что наш гость все-таки в основном доктор наук, и он изучает и преподает криминалистику, и Брексит изучает, ну, как бы дополнительно к своей основной, как бы, специализации. Поэтому, ну, такие вопросы, это такая
это такие дебри международного права, я не думаю, что мы компетентны сейчас в них влезать и давать какие-то оценки нашим телезрителям. Данис, но все-таки вот действительно вопросы мигрантов волнуют всех, то есть британцы волнуются о том, кто к ним приезжает, а те, кто уже приехал или собирался, волнуются о том, что будет с ними. То есть каковы, ну, на ваш взгляд, возможные, наиболее вероятные последствия Брексита для людей, уже приехавших в Англию? Да, на данный момент происходят переговоры между Великобританией и Европейским Союзом. Что-либо выйдет из этих переговоров должно быть одобрено 20 государствами из Европейского Союза, которые составляют как минимум 65% населения Европейского Союза. То есть что-либо эти переговоры принесут, должно быть одобрено очень большим количеством стран из Европейского Союза. То есть, мы должны понимать, что это означает, что, наверное, ничего особо плохого из этих переговоров выйти не может. Ну да. Свобода передвижения, конечно, будет закончена в каком-либо смысле. Не обязательно сразу после Брексита. На данный момент говорят о переговорах, и переговоры открыты, что вполне возможно еще даже 2 года после Брексита, это самые, так сказать, последние результаты переговоров, что может быть даже еще 2 года после Брексита все будет ровно так, как было. Это вопрос очень высокий в смысле приоритета на данный момент на переговорах. Это именно про то, что все говорят. Буквально первые письма от Терезы Мэй, которая, конечно, является премьер-министром Англии на данный момент, были все про то, что первое, что мы будем решать, это про иммиграцию, это про права людей из европейских стран, из стран Европейского Союза, которые живут в Англии. Мы знаем, что это главный вопрос, мы будем его решать, мы будем делать наше лучшее, чтобы этот вопрос решить. На данный момент статус этих результатов еще не подтвержден, и он не может быть на данный момент законченным, этот вопрос, потому что переговоры еще идут. Переговоры идут, и они идут на данный момент. Я думаю, зрители, которые следуют новостям, следуют в социальных сетях, видят, что это очень часто очень большой вопрос. Но мы знаем, что рабочие визы на данный момент требуются от всех людей вне Европейского Союза. Великих причин требовать рабочие визы от людей из Европейского Союза, когда в Англии не в Европейском Союзе, нету. То есть это очень логичный способ, потому что все остальные это делают, все люди из вне Европейского Союза имеют визы. Почему бы люди из Европейского Союза не имели визы, когда Англия не в Европейском Союзе? Это довольно логичное и не обязательно гарантированное, но очень похожий вариант. То есть люди, которые там захотят работать, должны будут иметь визы. А насколько сложно ее получить на сегодняшний день? На данный момент в Англии огромное количество людей из вне Европейского Союза, которые эти визы имеют. На данный момент в Англию визу получить несложно. Вполне возможно, это будет немножко усложнено после Брексита, но это довольно логичное последование Брексита, потому что это просто звучит как что-то, что автоматически было бы нормой. Налог на компании, которые нанимают иммигрантов, существует для компаний, которые нанимают иммигрантов из вне Европейского Союза на данный момент. Это очень новый налог. На данный момент он около 1200 евро, если перевести на евро, в год. То есть, если компания хочет нанять иммигранта из вне Европейского Союза, они должны платить примерно 1200 евро, 1000 фунтов, за то, что они нанимают иммигранта из вне Европейского Союза. Теоретически в медиа показывались такие идеи, что это может быть будет, такой налог может тоже будет насчет иммигрантов из Европейского Союза. Кто знает, это тоже довольно логичный результат, потому что, по аналогии, как бы на других относится, почему бы и не на людей из Европейского Союза. Другие вещи, которые не похожи, что будут относиться. Многие люди из вне Европейского Союза должны зарабатывать 35 тысяч фунтов в год минимум, как доказательство их ценности, чтобы оставаться в Великобритании. 35 тысяч в год — это довольно большая зарплата для Англии. Средняя зарплата между 12 и 18 тысячами, 18 тысяч в год. Поэтому 35 тысяч зарабатывает довольно мало кто.
Поэтому автоматически ожидать, что каждый человек из Европейского Союза сможет это зарабатывать, не похоже. А так как иммигрантов в Англии очень-очень много, мы поговорим о их количестве на следующей неделе, но около 8 миллионов людей в Англии на данный момент являются гражданами других стран. Шансов уволить сразу всех людей, которые не зарабатывают 35 тысяч фунтов в год, но это очень много увольнений, это очень много пустых мест работать. Экономика пострадает. Обязательно, обязательно. Ну, 8 миллионов людей, это 12% населения, их нельзя так сразу передвинуть. А депортация, ну, у меня есть очень хороший знакомый, который имеет орден британской Order of British Empire. Орден Британской империи. Да. И мы с ним это обсуждали, и он сказал, что в Англии недостаточно лодок для депортации. Не хватает. Но ни лодок, ни самолетов. Но это правда такой вариант, который мы видим по переговорам, мы видим по политическим партиям, мы видим по всему, что это правда настолько не похоже, что про это уже можно шутить. Ну, то есть те, кто уже приехал до Брексита, они должны остаться, у них все будет хорошо, а те, кто будут приезжать после Брексита, возможно, к ним будет такое же отношение, как к жителям третьих стран, которые... Вполне возможно, к людям, которые приехали до Брексита и остаются не гражданами Англии, а гражданами других стран, визы тоже будут нужны после Брексита. Но, конечно, до 29 марта 2019 года ничего не может такого происходить. Это было бы по максимуму нелегально. Это не произойдет. Если что, обращайтесь ко мне. А людям, которые на данный момент в Великобритании, облегчается процесс подавания на постоянное проживание в Англии. Есть документ постоянного проживания. Он был около 80 страниц А4, которые надо заполнить с деталями про буквально все, что вы делали в течение последних 5 лет. Это надо про последних 5 лет, так сказать, рассказывать. Это будет укорочено до нескольких страниц. Это можно будет делать исключительно по интернету. И получить право на постоянное жительство в Англии будет очень-очень легко. Так что... Чтобы привести к концу нашу первую тему, так сказать, я хотел бы сказать, что людям, которые на данный момент в Великобритании, которые из Латвии, которые там легально, которые граждане Латвии, волноваться ни за что не надо, переживать за что не надо, бояться не надо. До 29 марта 2019 года ничего не изменится вообще. А что изменится потом, еще в деталях не знаем, но по переговорам мы видим, что ничего бояться и там не надо будет. Что ж, спасибо вам, Денис. На этом действительно первая часть нашей сегодняшней беседы подошла к концу. Мы посмотрим короткую рекламу, после которой вернемся и поговорим о возможностях обучения в Англии. Оставайтесь с нами. Так, мы снова с вами в студии. Я напоминаю, что вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 654-07-669, а мы продолжаем разговор об обучении в Англии. Так, Данис, расскажите нам, какие же эти возможности есть для жителей Латвии, которые хотят поехать в Великобританию учиться? Да, я хотел бы рассказать именно про наш университет, университет Хаддерсфилда. Вот у нас картинка красивая. Симпатичный. Прямо тут. Это университет, в котором студенты могли бы учиться, если у них есть желание, буквально даже начиная с этого сентября, если они хотят, можно по-быстрому оформить все документы, если все в порядке, если право жить в Англии есть, то есть гражданство Латвии, если оценки более-менее подходят, все прекрасно. Средняя оценка нужна 8. 8 после 12 класса, и можно ехать. Да, я работаю вот в университете в Хаддерсфилде, как мы и показываем на картинке, и являюсь главой по набору студентов на курс именно криминалистики, поэтому, наверное, про него и полегче говорить. Курсы бакалавра у нас 3 года. И студенты за этих 3 года выучают криминалистику во всех разных сферах ее смысла. Криминалистика — это большой предмет, который связан с политикой, с социологией, который связан с юриспруденцией и так далее.
Так что возможности обучения таковы, если у кого-то есть это желание, это можно сделать буквально сейчас, даже с этого сентября. Я надеюсь, студенты нам сегодня расскажут, как нравится им в нашем университете. И чтобы связать это с нашей прошлой темой, Brexit на данный момент не влияет нисколько на набор студентов из европейских стран в университет Хаддерсфилда и в, так сказать, на учение в Великобритании вовсе. И студенты, которые на данный момент поступили бы в университеты в Великобритании, платили бы те же цены, которые платят местные жители, то есть 9 тысяч в год. Это большинство университетов просит 9 тысяч в год. И Brexit нисколько не влияет на вот эти возможности на данный момент вовсе. То есть, если хотят, могут ехать. А есть такая возможность, ну раз уж обучение платное, это здорово, конечно, что единая плата для всех университетов. Теоретически возможно человеку, вот молодому, приехать в Англию и самому параллельно зарабатывать на эту учебу? Или это неподъемная для него сумма? Очень многие студенты, которые учатся у нас во время своего бакалавра, во время магистратуры, во время докторской особенно, работают в то же время и зарабатывают деньги. Иногда даже на свою учебу, уж обязательно на свое житье и так далее. В Англии для людей, которые прожили уже более 3 или 4 или 5 лет, в зависимости от ситуации, есть разные возможности выбрать студенческий долг. Кредит. Да, студенческий кредит полностью на всю сумму обучения. Людям, которые приезжают сразу, именно у нас есть небольшие гранты, которые мы даем в зависимости от их учебы и как их прогресс идет в университете. Но работать во время бакалавра большинство студентов работает, как минимум каждый второй. Если что, можем спросить, как они находят. Has any of you worked during your bachelor's, and how did you find it? Horrible. It's just really hard to try and support yourself while you're at university, but the balance of it is quite good because of how Huddersfield's course is structured. Лорен говорит, что, конечно, это намного тяжелее, чем просто учиться, потому что нужно найти баланс между учебой и работой, но так как курсы в Хаддерсфилде именно структурированы, они позволяют студентам иметь работу, и если есть определенная возможность, так сказать, соединить два графика, то есть учебу и работу друг с другом, тогда да, это вполне возможно делать и вполне получается. А может быть, они расскажут немножко именно, почему они выбрали вот криминалистику. У нас в Латвии, у нас есть отдельно правоведение и там какие-то специализации внутри. А вот почему выбирают именно это направление? Обязательно. Tim, why did you choose to study criminology? Well, originally I wanted to be in the police, but I think on top of that, it's just everyone's got at least some interest in crime, why people commit crime, and I have some vague interest in psychology and how people make those decisions. And in terms of your PhD? Why did I choose to do a PhD? I chose to do a PhD because I then decided, under your supervision, to pursue an academic career. And so a PhD would be the next step forward in that, and then hopefully to take your place as a lecturer one day. Okay, I see. Говорит, что изначально хотел стать полицейским, был заинтересован, почему люди совершают преступления, как криминалистическая система работает. На данный момент Тим будет начинать свою докторскую, и я буду его супервайзером, так что на следующих 3 года он выбрал работать со мной, значит, наверное, не так плохо. Но говорит, что цель докторской занять мое место в университете, так что, что поделаешь, такие они у меня есть. В принципе, то есть, если не академическая карьера, то вот куда может пойти работать выпускник? По большому счету, в любую сферу, связанную с криминалистикой и даже вне ее. На нашем курсе мы занимаемся довольно много методологией, так же, как и криминалистикой. То есть,
В сфере криминалистики, конечно, все, что связано с судами, с полицией, с исследованиями насчет криминалистики, с разными структурами в помощи жертв преступникам. В Англии есть много структур, которые работают с жертвами преступлений, с реабилитацией. Если есть желание работать вне криминалистики после этого, как я и говорю, мы занимаемся много методологией. Я лично преподаю довольно много высшей статистики, хотя они иногда сопротивляются, когда я это делаю с ними. Ну что ж. То есть математика на довольно высоком уровне, возможности работать с разными статистическими, так сказать, большим количеством статистической даты. Мы учим, как брать интервью, учим, как исследовать что-либо, что надо исследовать. А исследования нужны не только в криминалистике. По большому счету в Англии любая компания требует исследователей в смысле их стратегий по бизнесу, стратегий по адвертайзингу, по рекламе, маркетингу да. и так далее. Так что наши выпускники имеют очень-очень хорошую базу для того, чтобы работать в сфере криминалистики. Академия — это тоже полностью возможно, если есть желание еще на 3 года учиться и писать докторскую после бакалавра. Ну и, конечно, другие работы полностью доступны. У нас есть небольшая статистика. Вообще по университету 94,5% наших студентов поступают на работу или продолжают учебу в течение 6 месяцев после выпускного. То есть после полугода почти все уже или работают, или дальше учатся. Вот. Наши курсы предлагают возможность такого мини-трудоустройства на самом курсе. У нас во 2-м году бакалавра каждого студента заставляют немножко поработать в одной из, по ихнему выбору, систем, связанных с криминалистикой, да, в любых из них, то есть это может быть суды, это могут быть полиция, это могут быть что-либо связанное с жертвами преступлений и так далее. И очень часто студенты потом туда и идут работать, то есть поработали там немножко во время бакалавра, все понравилось, закончили бакалавр через дополнительный год, приходят туда, говорят, скучаем, и часто скучают по ним, потому что у нас студенты тренированы очень хорошо, они имеют довольно много профессионального опыта и теоретического тоже, поэтому берут и работают. А насколько уважаемая, скажем так, вот профессия сотрудник правоохранительных органов, и насколько она высокооплачиваемая, немаловажный аспект для молодежи? Да, зависит от сферы, зависит, кем работать. Полицейским платят довольно много в Англии по сравнению с средней зарплатой. То есть, все зависит от роста карьеры. Конечно, любая карьера начинается с довольно небольшой зарплаты и заканчивается выше и выше, как больше повышений. Академия не жалуется обычно на свои зарплаты, так сказать. И, конечно, криминалистика имеет в себе очень много разных сфер, поэтому главное, наверное, что можно сказать, студенты могут себя реализовать, студенты могут найти ту сферу, которая им именно нравится, в которой им нравится работать. Некоторым нравится статистика, некоторым нравится работать с жертвами преступлений, некоторым хочется что-то более юридическое, некоторым хочется именно буквально чуть не в тюрьму с преступниками работать, заниматься реабилитацией. Когда они работают тем, чем они хотят работать, и когда у них фокус на то, что им нравится делать, тогда у них прогресс, тогда у них рост карьеры и, соответственно, рост зарплаты. А это вовсе немаловажно. Я прекрасно понимаю, сам люблю каждый месяц. Наверняка же в вашем университете есть другие факультеты, направления. Может быть, буквально пару слов об этом, чтобы люди понимали, что не только криминалистика, естественно, живет Хаддерсфилдский университет. Конечно, у нас более 20 тысяч студентов. В общем, у нас университет очень большой. У нас есть медицинские факультеты, математические, бизнес, политика, социология, но это уже более близко к криминалистике, так сказать, языки. Да, у нас большинство курсов, если студенты хотят
по большому счету учиться почти на все, и у них есть это желание, они могут посмотреть, существует ли курс по интернету Хаддерсфилдского университета, ну и если есть какие вопросы, всегда можно спросить у меня. Особенно пока я тут в Даугавпилсе, я не против, так сказать, позвать своих студентов, поговорить, обсудить, объяснить, как все по-настоящему и почему бы нет. Здорово, Это в соответствии будущее. с названием эфира поговорим по-честному. Давайте, может быть, действительно пару слов. То есть сегодня мы наш эфир уже вот-вот закончим. Мы встретимся с вами через неделю снова в этой же студии. О чем мы будем говорить? Да, мы будем говорить о иммиграции и преступности. Вопрос больной, вопрос важный, вопрос, который мало обсуждают, потому что стесняются иногда. Стесняться мы не будем, говорить будем по-честному. Я исследую иммиграцию и криминал довольно долго. Я был на конференциях разных. Я работал в хоум-офисе, преподносил лекцию хоум-офису и в многих местах собственно, по всей планете. Я был на конференциях в Германии, в Нидерландах и так далее. Опыта имею о иммиграции и рассказывать о иммиграции довольно много, исследований тоже. И я считаю, что говорить о ней надо, так что поговорим по-честному. Кстати, да, в прошлом году Данис уже приезжал в наш город, и мне посчастливилось посетить его лекцию, как раз посвященную этой теме. Могу сказать, что очень много моментов я оттуда почерпнула, тех, которые, я вообще не ожидала, что так оно может быть на самом деле. И действительно, когда к этой теме подходишь с таким трезвым, холодным аналитическим рассудком, разумом, то сразу совершенно рушатся стереотипы, которые мы привыкли держать в своей голове и думать, что чем больше иммигрантов, тем больше у нас уровень преступности будет в нашей стране. Кроме этого, где вас можно увидеть, встретить? Я знаю, вы будете лекцию тоже читать в этом. Да, я хотел бы пригласить всех зрителей, у которых есть желание, на лекцию 1 числа, то есть в этот вторник в Даугавпилском медицинском колледже. Это с 2 часов до 4 часов, 2 часа. Обещаю, не буду говорить только 2 часа сам. Студенты тоже будут помогать. У них у каждого подготовлена мини-лекция, есть что сказать. Будем говорить о иммиграции, буду показывать свои исследования, будем обсуждать. Можно это формулировать как дискуссию. Ну и, конечно, будут чай и пирожные, поэтому, если что, приходите на это. То есть, да, было бы очень прекрасно видеть людей там. Там тоже можно будет задать вопросы о учебе в Великобритании, если такие будут. И буду ждать вас всех там. Желательно предварительно записаться, так? Можно записаться, если такое есть возможно. Если, конечно, придете прямо в тот день и сразу туда, ну что ж, не выгоним же. Вот. Если записываться, тогда да, можно и по электронной почте, и по телефону. Если это возможно сделать, тогда, конечно, прекрасно. Если невозможно, все равно приходите, будем ждать. Здорово. То есть встречаемся с вами 1 числа на лекции в медицинском колледже и 3 августа в 7 часов вечера в эфире телеканала Dotcom TV. Мы тоже будем в прямом эфире. Вы сможете звонить, задавать свои вопросы. Если нет возможности позвонить в эфир, вы можете оставлять их у нас, звонить в редакции. Мы обязательно при случае зададим их Данису. Да, прекрасно. Сегодня я говорю вам спасибо за увлекательнейшую беседу, за информацию из первых уст, за информацию без мнений, только факты, только то, что нужно знать. Я думаю, вы многих успокоили, потому что жители действительно переживают за родственников, которые живут в Великобритании, и что ж они натворили своим голосованием. Сегодня мы в этой теме немного разобрались. Я думаю, что станет спокойнее и понятнее. Спасибо вам, ребята. Thank you guys for coming here. Всего хорошего, уважаемые телезрители. Встречаемся через неделю.